Добрый день, дорогие козероги! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на это лето 2025 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее и будем планировать с вами июнь, июль, август и сентябрь. Ведь традиционно астрономическое лето у нас до 21 сентября. А у нас в этом году еще 21 сентября заканчивается коридор затмений. Да, дорогие, ну что, готовы? Ребят, это гороскоп по декадный, поэтому готовьтесь слушать про козерогов первой, второй и третьей декады. Козероги первой декады – это те, кто родился в декабре. Козероги второй декады, кто родился с 1 по 10 января. И козероги третьей декады, кто родился с 11 января и до знака зодиака Водолей. Все козероги разные, все интересны. Да, Солнце у вас находится в Козероге, но при этом декабрьские козероги, они еще немножко веют Стрельцом, настроение такое более масштабное. Самые серьезные, конечно же, козероги, не такие веселые, как декабрьские, это козероги второй декады, потому что прям самое суровое время в году. Поэтому, ребята, я знаю, что вы у меня самые стойкие. И козероги третьей декады – это те, кто родился с 11 до знака зодиака Водолей. И, ребят, конечно же, у вас уже такие водолейские начала, стремление в будущее, что-то создать, что-то створить, изобрести, приложить больше интеллекта, не сколько упорства, сколько интеллекта. Поэтому да, ребят, вот такие вы все разные, вы знаете смотреть, как это видео. Если вы смотрите по Солнцу, то декады я рассказала. Если вы смотрите по асценденту, тогда делите 30 градусов Козерога на 3 равные части и понимаете, какие события какой декады вам подходят сейчас. Ну что, ребят, вот такое коротенькое вступление. Поехали. Мы с вами плавно движемся к летнему солнцестоянию. Случится оно 21 июня. И да, традиционно каждый год в этот день Солнце переходит в первый знак рака, да, в первый градус рака. Поэтому ничего такого особенного в этом году происходить не будет в этот день. Я не скажу, что какие-то сложные события, но на небе у нас получится вот такая интересная композиция, да? Солнце будет в соединении с Юпитером, и все это в квадратуре с Сатурном и Нептуном. Те, кто помнит и знает, у нас 10 июня Юпитер поменял знак и на год перешел в знак зодиака Рак. Да, ребят, если он перешел в Рака, значит он будет делать оппозицию ко всем козерогам. Конечно же, в июне и в июле эта оппозиция будет козерогам первой декады, поэтому, ребят, да, оппозиция Юпитера к Солнцу в транзитной карте это не то чтобы какая-то очень сложная задача, да. Как вообще влияет Юпитер, да? Юпитер – это планета социального статуса, нашей реализации, наших амбиций или понтов, более низкое такое, да, можно сказать слово. Так поэтому решите для себя, чего у вас много: амбиций или вот ничем не подкрепленных вот таких вот самовыражений. Поэтому здесь, помните, я говорила в кармическом гороскопе, который записывала в январе 2025 года, я говорила, что Юпитер поменяет знак и начнется здесь внутреннее недовольство отсутствием своих достижений. Потому что Юпитер планета про самореализацию, про свой интеллект, про свои действия, про масштаб, про размах, про комфортную жизнь, про интересную работу. То есть здесь очень много таких вот составляющих. Юпитер, в том числе, когда заходит знак Рака, здесь нам хочется тоже расширения и масштаба. Рак – это знак про семью, про не просто
просто создать семью, еще и дети. Это, то есть, вот такое вот состояние, когда хочется вот так вот все красиво, масштабно, уютно. Хочется, чтобы место, где тебя понимают и встречают каждый вечер, приходя с работы, чтобы там было хорошо, чтобы там было вот как душе нравится. И вот Юпитер будет максимально вот здесь вот каждого из нас проверять, да, на ближайший год. До конца июня 2026 года Юпитер будет идти по раку и по чуть-чуть вот так вперед, назад. Осенью пойдет ретроградное движение до февраля классически, да, потом развернется и уже в директном положении до конца июня будет в раке. О чем здесь, ребят? Так вот, Козероги, в июне и в июле 25-го, Козероги первой декады, здесь будет максимальная вот такая вот история, связанная с Юпитером, чем вы недовольны. Вот что сделали, что в жизни не сделали. Сами понимаете, Юпитер это всегда же планета, вот у соседа трава зеленее, хочу как у соседа. Не хочется же смотреть, сколько сил, труда, знаний, интеллекта и упорства сосед вложил, чтобы трава была зеленая, да? Хочется вот просто вот так. И здесь такое будет внутреннее недовольство, почему у кого-то есть, у меня нет, почему не получилось вот так в работе, мы же всегда шаблонными социальными мерим, да, свои достижения, то есть всегда оглядываясь на кого-то. От этого у нас сейчас, нам всем сейчас плохо, потому что есть социальные сети, можно посмотреть, у кого трава зеленее, у кого жена красивее, ну, я не знаю, у кого муж больше зарабатывает, все что угодно, да, и это же только усложняет жизнь, да, потому что, ну, мы же не знаем, сколько человек вложил сил, упорства, терпения, не знаю, своих мужественных сил в это все. Так вот, мы социальными мерками начинаем это все мерить. А Юпитер это социальная планета. Естественно, что на этом фоне у нас у всех возникает такое внутреннее недовольство. Да? И наши нереализованные амбиции превращаются в наши ссоры, скандалы, ругани, претензии дома. Либо же на работе, если у вас нет второй половинки, то, как правило, на работе мы начинаем ругаться с коллегами, с начальством. Здесь, ребят, будьте аккуратны, особенно Козероги первой декады, потому что, ребята, у вас вот такой момент очень, я бы сказала, еще такой немножечко напряженный, да, потому что здесь еще делает как раз таки вот квадратуру Сатурн к вашему Солнцу, да, то есть это состояние, когда хочется вот так предъявить претензии, а здесь, ребят, нужно сколько не претензий предъявлять, потому что Сатурн в квадратуре это всегда про то, что нужно наоборот больше сил приложить. Да? Здесь еще Юпитер такой в оппозиции, когда вот мы максимально недовольны. То есть на этом фоне нужно идти вперед. Конечно, здесь еще и квадратура Нептуна, когда еще эмоции на пределе. Поэтому скажу, что в это лето, и вот сейчас вот в июне сложнее, конечно же, Козерогам первой декады, особенно кто на стыке со Стрельцом родился. Поэтому, ребята, да, у вас вот такое, я бы сказала, такое мощное напряжение. Козероги второй декады, Юпитер на вас будет больше влиять уже в конце июля, в августе, в сентябре и в октябре 2025. Это такая будет история для вас, ваших больших, мощных изменений в профессиональном плане в том числе. Здесь и профессиональный рост, и карьера, и движение вперед. И то есть если вы можете свои амбиции направить в то самое русло, в которое нужно, тогда будет получаться хорошо. Вообще, Козероги второй декады у вас начинается уже сейчас с июня. Вот Лилит будет делать к вашему Солнцу в транзитных картах, конечно же, такой секстиль. Это хороший аспект, но если ничего не делать, всегда на поверхность вылазит все то, что мы не очень любим. Лилит в секстиле к Солнцу – это про наши страхи, переживания, фобии. То есть здесь еще и Юпитер будет подгонять, здесь еще и Лилит будет делать аспект.
и на фоне вот нашей такой ощущения нашей несостоятельности, да, то есть если очень сильно уйти на дно своих переживаний, амбиций, иллюзий, то можно прям-таки натворить дел. Но скажу вам так, ребят, козероги второй декады, здесь кармические узлы идут как раз-таки по второй декаде Дев Рыб. И буду делать прекрасные аспекты к вам, чтобы вы с этим, козероги второй декады, очень хорошо разобрались и не натворили дел. При этом здесь чем разумнее вы будете, чем сильнее вы будете поднимать свою планку и сами к ней расти. Не так, что так, я сейчас планочку подниму, и что все окружающие подтянулись, а я уж, то есть я посмотрю на вот это вот все. Нет, самим нужно соответствовать, самим нужно подниматься, разбираться в своих страхах, переживаниях, почему этого у нас нет, почему к этому не пришли в работе, в личной жизни. Потому что Юпитер на ближайший год будет реально максимально проходиться по всем вопросикам, переживаниям. Могут возникнуть истории с отношениями, с прошлыми, да, либо возникнут ситуации, которые были в отношениях, прошлые ситуации, да, и у вас такой сразу, так, это уже где-то было, да. Проживите эту ситуацию достойно, красиво, потому что захочется однозначно на транзите Юпитера высоких таких целей, но если вот не убрать вот свои вот эти вот претензии к окружающим, да, получится только поругаться. Не надо ругаться, потому что Юпитер, в принципе, на этом аспекте можно и переехать в более комфортное место, если вы понимаете, что это ваше желание, а не желание переплюнуть соседа. Я вот о чем. То есть, если это чисто ваше желание, то на этом аспекте Юпитера можно прям-таки хорошо подняться. Или, например, Лилит, у вас страх есть остаться в бедности, в одиночестве, потому что Лилит сейчас идет по Скорпиону. Лилит по Скорпиону — это остаться без любви, без денег, без средств существования, впроголодь. И это прям такая скорпиония тема выживания, да. На этом фоне очень хорошо козероги второй декады могут прям-таки подняться. То есть максимально разобраться в своих страхах. Чего же вы боитесь? Одиночество, отсутствие финансов, отсутствие вообще фундамента, отсутствие, что дома кто-то поддержит, поймет и тому подобное. Хотя, в принципе, для козерогов второй декады это очень сложная история. Но, ребят, девчат нужно открывать свою душу, открывать свое сердце, разговоры по душам и вот это вот все. И тогда будет сдвинута вся эта глыба, немножко оттепливаться. Козероги третьей декады. Конечно, ребят, у вас здесь и аспекты поприятнее, скажем так. И Юпитер еще не дошел. У вас еще и Уран находится в последней декаде Тельцов и делает прекрасный трин к вашим Солнцам в транзитных картах. До 7 июля еще будет классно работать вот этот трин Урана, когда хочется делать новые проекты, новая работа, движение. Здесь еще и Сатурн делает секстиль козерогам третьей декады, да, поэтому в июне еще такая движуха, нормально работаем, активно, новые проекты, аж настолько захватывают, что не может спать, да, поэтому здесь такая история. Будьте сейчас вот в этой волне, не сдавайтесь. Конечно же, если вот вы решили не работать, ничего нового не создавать, да, ничего нового такого не делать, не предпринимать, тогда это просто будет такое легкое время, тусовочное время. Кстати, хорошее время сейчас вложиться вам, козероги третьей декады, в недвижимость в том числе. Если сейчас не получится, пока у нас Сатурн не ушел в ретроградное движение, да, то есть если сейчас немножечко станут на стоп документы козероги третьей декады, то вернется с 1 сентября Сатурн будет снова в рыбах, и вот там осенью можно опять поговорить о вопросах недвижимости, если что-то не решалось, оформление, переоформление, деньги, связанные со всем этим. Прекрасно получится здесь, особенно те козероги, которые родились вот прям рядышком с Водолеем. Вот так будет работать Юпитер, но смотрите, захватил еще другие планеты, которые вот сейчас еще в данный момент влияют, потому что буду сейчас очень много рассказывать про июль. Июль вообще самый насыщенный месяц в это лето,
в этом году, я бы тоже так сказала, да. Но Юпитер придет к вам, дорогие козероги, третьей декады, совершенно, я скажу, знаете, не так вот, чтобы прям не очень, да, придет. Ну, так придет-то уже скоренько. Придет осенью и будет, правда, у вас там недолго побудет, затронет только в октябре козерогов, я бы так сказала, третьей декады, да, но вот те, кто родился в последних 5 градусов, то есть близко к последние 5 дней, близко к Водолею, да, то есть вас еще этот Юпитер не заденет. А так в октябре, конечно, он дойдет до третьей декады и уже потом попятится назад, и будет очень много во второй декаде рыб и во второй декаде козерогов творить дело, решать вопросов, нравится, не нравится, как хочу, не так хочу, насколько хочу, почему не хочу. И это такая нормальная, знаете, история, в которой, ну, было бы хорошо разобраться. И вот это связано, что с Юпитером, да, Юпитер, я бы хотела сказать, что это добрая планета, да. Все, кто смотрит меня уже давно, ребята, вы знаете, что Юпитер добрая планета из социальных, Сатурн посложнее, хотя вы, козероги, для вас и Сатурн нормально. Сейчас хорошо работается с Сатурном, козерогом третьей декады, козерогом первой декады будет, конечно, Сатурн немножко нагнетать обстановку вот в это лето и в июле, и в августе, но он потом откатится обратно в рыбы, и немножко есть момент отдохнуть без него. И да, ребят, рассказала про Юпитер. Сейчас у нас на небе вот такая конфигурация: Юпитер в квадратуре с Сатурном в соединении с Нептуном. Это история, когда мы решаем на самом деле все, сколько денег нам нужно для жизни дальше. Нужно ли нам это или не нужно? Нужно ли нам статус повыше, или вот мы можем довольствоваться тем, что есть? Почему мы хотим как-то больше, да? Насколько мы хотим расширения в своей жизни, вот этого масштабной деятельности, да? Естественно, здесь с нами наши эмоции, здесь с нами наши переживания. Нептун стоит вот просто в тисках, держит Сатурн, и всегда наши движения связаны с нашими эмоциями, куда бы мы ни шли, к какой бы декаде мы ни относились. И это история, которую нужно просто вот так, ребят, понять и постараться не натворить дел. Если вы уже творите дел, знаете, просто на небе сейчас, прямо сейчас Марс находится в квадратуре с Ураном. Эта история очень интересно влияет на козерогов третьей декады, влияет очень хорошо. Вот все эти движения, которые хочется максимально быстро сделать, получается хорошо сделать. Козероги первой декады, тоже на вас эта история. Марс хорошо на вас влияет прекрасным, тем не менее, трином. Поэтому, ребят, нужно идти вперед, нужно двигаться вперед. Постарайтесь не выходить очень сильно за грани. Все-таки Уран ваш второй управитель, да, дорогие козероги. И когда у нас Марс в квадрате с Ураном, это мы всегда хотим выйти за грани своих действий. То, что мы раньше себе не позволяли, не делали. И сейчас нам хочется вот так вот взять и натворить дел. Обычно это еще аспект разводов. Не надо, аккуратнее. Уже распадается, уже к солнцестоянию уже не будет этого аспекта такого мощного. А когда у нас на небе случится новолуние, запуск нового цикла 25 июня, ну не будет уже работать, все уже распадется эта квадратура. Конечно же, у нас еще и других аспектов много, да. 25 июня, ребят, новолуние, новый лунный цикл запускается в Раке, Солнце в соединении с Луной, в соединении с Юпитером. Вот эта квадратура с Сатурном и Нептуном у нас очень мощная, такая очень точная. Здесь будьте аккуратны в своих желаниях, я бы так сказала, захочется очень много. Не скажу, что как-то это будет какой-то такой плохой день. Нет, для козерогов первой декады будет однозначно эмоциональный, штормовой день, поэтому здесь подумайте о своих планах на будущее, связанные с семьей, связанные с близкими, родными, особенно если у вас грозит развод. Подумайте, ребята, вообще хочу сказать, что июль, мы подходим же к июлю, да, вообще хочу сказать, что июль в этом году, он вообще непростой. И если, например,
у вас не совпадают какие-то аспекты, просто не схлапываются, да, потому что градуса не хватает. Ну, у меня здесь аспектная таблица, то есть 90 градусов, 120 градусов, не знаю, может, вы подумали о чем-то другом, но если не сходится у вас по градусам, например, точный аспект, то люди, которые живут вокруг вас, рядом с вами, у них может все сходиться, у ваших вторых половинок может все сходиться, да, кого-то может просто штормить. Не говорит о том, что мы люди плохие, просто вот такое совпадение, очень эмоциональный период времени на самом деле. И я хочу сказать, что вот эти 2 недели, которые начинаются в этом лунном цикле, они такие достаточно сложные будут, да, потому что у нас здесь и Венера начинает соединяться, то есть Марс с Ураном разошлись, да, в аспекте, и у нас с 27 июня начинает сходиться Венера в соединении с Ураном, а это когда мы вот в действиях своих выходили за рамки, а здесь любовные отношения будут у нас выходить за рамки. И эта история, знаете, она такая достаточно сложная, потому что Венера, она и про внешность, и про эстетику, про наш образ, внешний вид. Венера — это про деньги в том числе, про наши отношения, любовь, про наши чувства. Хоть кто-то и говорит, что Венера — это материальная история, ну, Венера управляет Телец, и вот это вот все прекрасно, но почему Тельцам тогда максимально сложно дается расставание? Не из-за денег, а из-за того, что сложно душевно пережить, да, поэтому у Венеры очень такая мощная история связана с отношениями, это когда нас реально задевают за чувства. И здесь Венера будет сходиться в соединении с Ураном. Сложный аспект для любовных отношений. Если у вас нет отношений, захочется, и у вас совпадает этот аспект как раз в вашу транзитную карту, соединяет либо Венеру, либо Уран в вашей карте, да, натальной, тогда, ребят, понимайте, что точное соединение будет 4 июля, и вот мы плюс-минус недельку накидываем, понимаете, с 27 июня по, ну, смотрите, 10-11 июля, да, 11 июля у нас как раз-таки полнолуние в Козероге. Да, полнолуние в Козероге. Ну да, раз сейчас новолуние в Раке, значит полнолуние в Козероге. Вот эмоционально, да, и скажу, что вот начало июля мы входим в него прям-таки вот с такими штормами, когда хочется прям резко обнулиться, либо внешность, либо любовь, либо отношения, либо мы долго терпели, на что-то копили, экономили. Ну, максимально про это могу сказать, что очень сильно с этим накатывало это у козерогов первой декады вот эта история, да, то есть история с финансами, история с долгами, история с подняться повыше, да, не все, конечно, все зависит, ребята, от того, с каким бэкграундом мы все сюда пришли, потому что, я надеюсь, вы понимаете, я рассказываю общий гороскоп, и так он поделен по декады, да, для максимального совпадения, ну, потому что всех козерогов под одну гребенку, ну, никак, то, что хорошо работает на первой декаде, совершенно по-другому работает на третьей декаде, ну, это просто геометрия. Поэтому здесь, ребят, понимаете, что если у вас свой какой-то собственный вопрос, пишите его в комментариях к этому видео, оставляйте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос. Я открою вашу натальную транзитную карту и посмотрю, что у вас там происходит. Потому что домарные сетки, которые основаны на вашем времени и месте рождения, я здесь просто не вижу. Ну, то я надеюсь, вы это все понимаете, да? А открыть вашу персональную карту в свободное время я, конечно, могу и посмотреть, когда, например, там, у вас что-то закончится, не знаю, как у вас, или наоборот, что-то начаться вы хотите, решили что-то запланировать. Поэтому вот такая история. И да, ребят, в любовных отношениях будет шторм, будет вихрь. Постарайтесь не выходить вот эти 2 недели за грани, да, потому что аспект пройдет, распадется. Ну, знаете, я вот так вот вам сразу хочу сказать, вот этот гороскоп называется «Лето новой жизни», да, потому что мы все, как минимум, в этом июле попробуем новую жизнь на вкус. Помните, вы мне писали, как только я начала гороскопы записывать, когда же вот это все поменяется, когда уже не будем по-старому, уже хочется по-новому, когда же уйдут вот эти события. Ребят, сейчас события начнут очень быстро ускоряться и форсировать. И нам, я думаю, тем, кто привык жить по старинке,
мы скажем, а можно назад? Потому что момент времени как таковой, то, к чему привык, например, знак зодиака Козерог, он начнет настолько сильно ускоряться, что захочется в сутках иметь минимум 40 часов, потому что будет казаться, что все идет очень быстро, да. И здесь у нас сейчас, конечно, нас поштормит и по финансам всех, и в отношениях. Идем ли мы в новую жизнь с тем багажом, который мы пришли сюда, или мы бросим на полпути. Я, конечно же, за то, что если у вас есть теплые отношения, нечто такое душевное, множество разных приятных моментов совместных, то давайте это сохранять и идти дальше, да, потому что Козерог — это знак все-таки про созидание, да, строит Козерог. Строит ли он карьеру, строит ли он личную жизнь, это про строительство, поэтому давайте будем все-таки созидать и строить. И да, про любовь рассказала, закончится любовный шторм, то есть как раз у нас в полнолуние в Козероге. Очень важный момент времени для Козерогов, но до этого момента скажу, что у нас, ребят, 5 июля у нас Нептун, который 30 марта поменял знак с Рыб на Овна, уходит в ретроградное движение. Вот он в 3 градусе Овна, да, и уходит в ретроградное движение, то есть он с начала июля останавливается, да, и 5 июля уходит в ретроградное движение. Ну как уходит? Уходит, конечно, красиво. До осени он находится, до 22 октября он в Рыбах, потом он переходит, он в Овне, потом он переходит в Рыбы, до 10 декабря он вообще в принципе в ретроградном движении, потом он разворачивается, да, с 10 декабря, и он идет прямо, последний раз в наших с вами жизнях, до 27 января он будет в Рыбах. И все, 27 января Нептун покидает знак Рыбы и что делает? Конечно же, уходит в Овна и начинает создавать свои творческие, яркие, креативные, новые, быстрые проекты там. И при этом делая, что делая? Делая как раз таки вот аспект, который будет немножечко напрягать эмоционально Козерогов первой декады. Да, ребят, вот такая история, поэтому если вы планируете работать без эмоционального Нептуна, если у вас есть моменты, вопросы, когда вам нужна такая мощная, понятная сила и энергия, потому что для Козерогов, у кого в натальной карте не сильный Нептун, то есть если вы не привыкли на нептунианских эмоциях двигаться вперед и развиваться, потому что Нептун — это творчество, Нептун — это развитие именно в каких-то музыкальных, художественных проектах, то есть это творчество во всех его ипостасях. То есть если вы не привыкли к такому, если у вас в личной жизни не подготовлены какие-то вопросики, это я сейчас говорю Козерогам первой декады, то в моменты, когда Нептун как раз-таки перейдет в Овну, ну вот вы сейчас скажите, Козероги первой декады, как вот вам сейчас апрель, май, июнь вот с Нептуном, который делает вот как раз-таки квадратуру Козерогам первой декады. Как вам? Вот он как раз с первой декады Овна делает этот аспект. Если эмоционально штормит, если в любовных отношениях непонятные истории, какие-то иллюзии, обманы, измены, то есть если вам захотелось побыть где-то в депрессии, если вам захотелось, не знаю, просто плакать, это тоже аспект Нептуна, когда есть такая внутренняя тревога, когда резко захотелось с кем-то поговорить, но вас никто не понимает, когда захотелось прям таки что-то душевного, но вас тоже никто не понимает. Поэтому я вот и говорю, в моменты нужно подготавливать свое, я бы так сказала, мироощущение и со своими вторыми половинками иметь максимальный контакт, тогда получится как раз-таки очень даже хорошо. И смотрите, Козероги третьей декады, когда Нептун войдет в Рыбы, будет опять это движение, творческое начало, любовь, праздник, настроение. Вот такие эмоции задает нам Нептун. Нравится нам это или не нравится, мы можем лишь понимать временной диапазон,
как мы можем с этим совладать и понимать, что не просто так с нами это происходит, для чего-то нам это нужно, заглянуть в себя, решить вопросы, которые мы раньше не решали, и двигаться дальше. И да, идем дальше. У нас 7 июля, да, дорогие, ваш второй управитель Уран меняет знак, и из стабильного Тельца он переходит в нестабильные Близнецы. Близнецы — это воздушный знак, знание интеллекта, транспорт, логистика, коммуникация, образование. Что еще можно сказать про Близнецов? Средства массовой информации, да? То есть все наши отношения, связи. Все это станет нестабильным. Заметили, как с 2017 года наша жизнь плюс-минус стала становиться нестабильной. Конечно, для козерогов этот аспект был не настолько плох, потому что Уран, проходя по Тельцу, делал трин, который заставлял козерогов, ну как заставлял, было такое желание, возможности двигаться вперед, начинать нечто новое, нечто интересное, такое необычное, и новые проекты, новые знания, коммуникации, связи. То есть, и если вы с этим были связаны все это время, то тогда сейчас у вас есть такая почва для движения вперед. Если же нет, ну, ребят, тогда, надеюсь, тусовки в вашей жизни были, отдых, развлечения, потому что Уран здесь, конечно же, тоже с такими же эмоциями к нам приходит. И вот сейчас Уран меняет знак, переходит в Близнецы 7 июля. Как нам понравится вот этот мир, который будет новый, новая жизнь, да? Какой она будет? Ну, скажу, что он не навсегда меняет знак Уран, и 6 сентября в этом году он уже пойдет в ретроградное движение, потом снова вернется в Тельца, естественно. 7 ноября он меняет знак на Тельца в ретроградном движении. И, конечно же, разворачивается потом традиционно, да, ну, в следующем году будет 4 февраля, он разворачивается еще в Тельце, и уже 26 апреля 2026 года Уран уже окончательно поменяет знак, и в наших с вами жизнях он, конечно же, уже все, больше не будет в Тельце. И да, 26.04.26, красивая дата, да, заметили, как Уран любит красивые даты, да, 7.07. Что здесь будет? Знаете, что если лично у вас не будет аспекта Урана какой-нибудь планете, это одно, но помните, что люди вокруг, они тоже люди. Что будет меняться с Ураном, да, когда он поменяет знак? Ну, во-первых, новостная лента, новости и все эти истории станут очень быстрыми, хайповыми, начнет очень сильно меняться информация, образование, сфера транспорта, нравится нам это или не нравится. Время начнет, как мне думается, ускоряться очень сильно. Мы претерпим изменения, все наши мессенджеры, социальные сети, СМИ, все это будет меняться, это будет настолько быстро. Я не могу сказать за каждого, понравится нам это или нет. Скорее, вот те, кто привык к резким обнулениям, тому будет нормально, потому что его как минимум не напугать, а Уран, когда с каким-нибудь аспектом заходит, иногда даже с гармоничным заходит, и мы сначала очень удивляемся к тому, чему происходит, только потом до нас доходит, на самом деле это же классно, да, но не все к этому готовы. Уран — это однозначно обнуление, реформы, это однозначно, возможно, кто-то хотел, чтобы сфера образования наконец-то обнулилась и поменялась, но мы же не знаем, в какую сторону она поменяется, в лучшую или в худшую, да, поэтому это видео и называется «Лето новой жизни», насколько оно будет интересным, насколько оно будет сложным. Но вот мы сейчас до 7 ноября
прочувствуем Уран в Близнецах. Потом отпишитесь, скажите, каково это, вот этот момент времени. Хотя я скажу, что мы на самом-то деле справимся, потому что такой спойлер. Осень у нас у всех будет классная. Очень много гармоничных аспектов, именно сильных конфигураций. И скажу, что давно такой осени не было. Если вы смотрели, например, прошлогодний гороскоп «Осень силы», то там осень-то была очень даже сложная. Скажу, что эта осень будет такая мощная на финансы, на движение, на прорыв, поэтому мотайте на усы, если вас сейчас штормить начинает уже в июне, не штормитесь. Для Козерога вообще, в принципе, нет таких каких-то максимально жестких штормов. Все эти трудности, которые есть, вы прекрасно с ними справитесь, я в вас верю. Ну, по крайней мере, аспекты не говорят, что после этого периода лета наступает какой-то другой очень фатальный период. Его нет, ребят. Но гармоничные аспекты, если вас расслабляют гармоничные аспекты, ну, могу сказать, что они будут потруднее. Ну, на самом деле, там очень много мощных аспектов, где надо словить волну и двигаться вперед, развиваться. Тогда можно и в финансах подняться, и вообще, в принципе, в социальном статусе очень мощно подняться. Поэтому, ребята, да, у нас Уран рассказала, как будет двигаться. Как будет влиять? Влиять будет быстро. Влиять будет очень хорошо на Сатурн, на Нептун, в том числе в точном секстиле. Будет классно влиять, делать трин к Плутону. И с 22 июля у нас складывается такая мощная конфигурация. Бисекстиль называется. Такая на финансах. Она высшие планеты, и с ними еще Сатурн. И мы все прекрасно с вами знаем, Юпитер — это очень хорошо веселиться, порадоваться и так вздохнуть, да, вот так выдохнуть. Но когда мы хотим результат, нам всегда нужен Сатурн. Поэтому здесь с высшими планетами в связке идет Сатурн, а Сатурн — это всегда наше стабильное поднятие. Поэтому планируйте свое время, начинайте уже сейчас. Знаю, кому хочется отдохнуть, но у нас и будет еще в это время, в это лето, кстати, момент для отдыха. Ну что, ребята, идем дальше. У нас следом после 7 июля полнолуние в Козероге, как и обещала. Не скажу, что оно какое-то очень сложное, мощное, ужасное. Нет, вот в это время, первые, можно сказать, 2 недели июля, Венера в соединении с Ураном, вот она, к полнолунию откатывается, но она начинает делать квадратуру Венеры с Марсом. И эта квадратура у нас, ребят, сейчас сохранится на 2 недели, на ближайшие 2 недели. То есть это получается у нас 3 и 4 неделя июля. Про что здесь? Когда в нас борется мужское и женское, когда нам хочется доказать свою правоту, но мы пытаемся и разными методами и способами идти вперед. Аккуратно постарайтесь, мужчины быть мужественными, женщины быть женственными. Знаю, женщинам Козерога сложно быть женственной, очень сложная задача по жизни, в принципе, быть женщиной Козерогой нереально, потому что нужно же быть Козерогом, а Козерог — это вообще не мягкий знак. Поэтому женщинам Козерогам сложнее, мужчинам Козерогам отлично. Поэтому давайте, мужчины Козероги, покажите класс, как надо действовать. Не жестите. Женщины, будьте помягче, да, для того, чтобы прочувствовать мудрость. Не надо быть легкомысленным, потому что Венера и так в Близнецах, это хочется сказать: ой, все, мне надоело, пойду лучше потусуюсь, и я не буду вот это вот все решать. Ну, хочется, отдохните денечек-другой, но потом все равно придите к разговорам, выясните, выскажите, расставьте точки над «и», и станет понятно, потому что Венера в Близнецах — это не когда я просто бездумно ухожу, тусуюсь, и мне вообще фиолетово. Нет, это когда все-таки за разговорами решаются все самые сложные душевные переживания. И тогда будет все складываться хорошо. И да, ребят, у нас следом за полнолунием в Козероге идет Сатурн, разворачивается в ретроградное движение. Это у нас случается 13 июля. Чувствуете, 13 июля, а у нас уже событий, хочется сказать: остановитесь, я сойду. Но это еще не все, у нас еще ретромерк. Да, 13 июля у нас Сатурн уходит в ретроградное движение.
Он у нас будет в ретроградном движении в Овне находиться до 1 сентября. 1 сентября он в ретроградном движении возвращается снова в Рыбы. То есть это очень сильно здесь, конечно, Козерогам первой декады станет легче. То есть уйдет вот это напряжение, связанное с достижениями, идти вперед жестко, там, не знаю, финансово возвращать долги, нарабатывать финансовый потенциал. То есть это напряжение, то есть это когда работа идет напряжение. То есть нам не хочется браться за эти дела, мы их не любим, они неприятны, но ситуация заставляет, да. То есть мы прекрасно понимаем, когда мы это доделаем, нам станет хорошо, но мы так не хотим это делать, да. И здесь, когда Сатурн 1 сентября войдет в Рыбы, очень хорошо станет Козерогом 3 декады. Здесь, ребята, у вас захочется браться за все сложные дела, потому что будет секстиль к Солнцу, а благоприятный аспект Сатурна — это когда мы занимаемся сложными делами. У нас раньше не было на него настроения, нам не хотелось эти дела делать, и не накапливались, и тут вы сядете и сразу так вот оп, и все сделаете, да. И да, у нас Сатурн 1 сентября переходит в Рыбы, и что? До 27 ноября он будет, в принципе, в ретроградном движении. Потом развернется и до 13-14 февраля будет идти еще по Рыбам и перейдет потом в Овна. 13-14 февраля, почему все зависит от того, где вы живете, в западном или в восточном полушарии. Вот и все, ребят. И поэтому, дорогие, решайте, кому из Козерогов какой декады на Сатурне хорошо живется. Возможно, вы Козерог первой декады, и вас только стимулирует, когда у вас такое напряжение, противостояние, и вам нормально. Поэтому здесь понимайте свои силы, свои эмоции. Про Козерогов второй декады почему не говорю, когда говорю про Нептуна и про Сатурна? Если же эти планеты не влияют на домарные сетки в ваших транзитных картах, то есть лично не делают аспекты к вам, тогда вы сейчас работаете без такой сложной энергии этих планет, но понимаете, что люди вокруг зависят от движения этих планет и эмоционально их штормит. Поэтому понимаете, что если какие-то договорные отношения встали, а еще и люди эмоционально, то здесь идет такой нахлест ретроградного Нептуна, ребят. Просто понимаете, когда эмоции зашкаливают, их очень много, да. Ну и Козероги второй декады, у вас еще вопросики с Лилит, кармические узлы так делают трин-секстиль к вам. Ну, ребят, надо решать. Надо решать, кто я, про что я, зачем я, почему я стою на месте, почему я не иду вперед, почему я не развиваюсь, почему я такой немощный, почему я остановился, какие страхи меня останавливают от счастливых отношений, от той должности, которую я хочу занимать, от того социального статуса. И здесь все, понимаете, про это. Здесь главное не уйти в гордыню. И поверьте мне, Козероги второй декады, вот уже у нас июль, да, середина, и скажу, что с 20 июля у нас как раз-таки Юпитер переходит во вторую декаду Рака и подходит, ну, естественно, тот самый аспект оппозиция к Солнцу в транзитных картах Козерогов как раз-то второй декады. Поэтому, ребята, да, свои амбиции желательно бы очень хорошо проверить на прочность и не ругаться с близкими. Ну что, ребята, идем дальше. У нас на ближайшее время в июле еще одно важное событие. Традиционно ретроградный Меркурий, знаете, у нас был последние года всегда в августе. И мы понимали, что в августе примерно у нас вот эта непонятная ситуация, мы друг друга не понимаем, у нас логистика страдает, у нас договора немножко пролетают. В этом году все это у нас падает на июль. Да, с 18 июля по 11 августа у нас ретроградный Меркурий. Ретроградный Меркурий у нас будет во Льве. И да, весь период ретроградности ретро-мерк будет в квадратуре с Лилит. Когда? А мы же еще ретроградный мерк во Льве, мы же еще ораторы, мы же еще максимально можем наговорить всего, чего нам хочется. Не факт, что это правда, но это будет идти максимально из нас. Еще и Лилит в квадратуре будет вытягивать самые наши такие неприятные моментики. Поэтому постарайтесь здесь не наговорить лишнего. Это я сейчас всем козерогам говорю. Будьте максимально аккуратны с этим. Конечно же,
особенно будет стоять ретроградный Мерк во Льве второй декады, поэтому если как-то пересекает вот эта история вашу натальную карту транзитную, будет, конечно же, максимально вытаскивать все эти трудности, сложности, да, поэтому здесь будьте аккуратны в отношениях со своими вторыми половинками, не наговорите лишнего на работе в том числе, чтобы не испортить свою репутацию и чтобы не пропало вдохновение для коммуникации потом в принципе дальше. Не надо ругаться с близкими, не надо ругаться с родителями и с детьми, не надо этого делать, вот просто подождите до 11 августа, потом все скажете, а потом не захочется, потому что потом у нас 2 потрясающие недели кайфового времени в августе, представляете, ретроградный Меркурий вот перешел в июль, а в августе у нас есть будет кайфовое время, но перед ним сейчас расскажу. 24 июля, ребят, у нас новолуние, новый лунный цикл у нас во Льве, но это очень сложный, мощный лунный цикл, который как раз-таки в период ретроградного Меркурия на кого будет влиять? Ребят, ну будет больше всего влиять на Козерогов 3-я декада, потому что здесь рядышком у нас еще и Солнце будет в оппозиции с Плутоном. Мощная такая достаточно история, мощная история. И здесь будьте, знаете, в чем аккуратны. У нас еще никуда не делся аспект Венеры в квадратуре с Марсом, вообще никуда не делся. Записываю это видео под раскаты грома, которые планировались часа через 3 начаться только. Но вот так вот, Козероги. Вот такой будет у вас конец июля, понимаете? У природы нет плохой погоды, есть только момент, когда нужно максимально действовать, дабы не упустить вот тот самый счастливый момент, удачный. Момент, не скажу, что сложный, момент, когда нужно под контролем держать свои эмоции, вот все то напряжение, которое есть у вас, не сдаваться, хочу сказать вам, на это начало нового лунного цикла, потому что только первые 2 недели этого лунного цикла будут достаточно напряженные, но они напряжены настолько, чтобы мы разобрались вот в этом всем. Венера в квадратуре с Марсом, разобраться в мужском и женском, да? Солнце в оппозиции с Плутоном, разобраться с финансами, со своей внутренней силой, мотивацией, движением вперед и вообще, чего мы хотим от этой жизни сильно. Мы хотим вот так с огоньком или вот так вот чуточку. Понятное дело, если вы смотрите меня, вы хотите с огоньком. Ребята, это понятное дело. Поэтому давайте перестанем малодушничать, потому что помним, что Юпитер максимально честно говорит нам, ну переставай уже себе врать, давай скажи, как ты хочешь. Тебе же вот среднячковый вариант так себе не устроит, не устроит. Тогда давай сделай уже как хочешь ты. Максимально будут этому подвержены Козероги 2-й декады, потому что Лилит будет как раз таки, вот если здесь что-то лишнего наговорите, но здесь нужно просто понимать, откуда это идет, почему в какой-то момент времени это в вас не реализовалось, вы не пошли туда. И это не потому, что вы человек плохой, нет, нет хороших и плохих, есть только момент, когда нам стало страшно, и мы не пошли туда. Надо со своими страхами разобраться и их отпускать уже. Вот и все. Козероги 3-й декады. Страшно в личной жизни, страшно вот как раз вот в этом масштабе, в стабильности, потому что уже же Водолеем от вас вот так вот фонит, да. И здесь, конечно же, хочется вот так ярко и уже нестабильно, да, ни за что не отвечать, вот так вот это вот на движнике. Ребята, надо стабильно, но ваша эта сила, вы знаете, как это по чуть-чуть идти вперед. В Козероге 1-й декады. Здесь, конечно же, ребята, понимайте, что нужно аккуратно в любви, в отношениях, потому что вот в этот период еще Венера, конечно, она двигается, да, но будет делать оппозицию-то в том числе скоро Козерогам 1-й декады, и здесь нужно это понимать, да, потому что когда закончится этот июльский период, начнется август, здесь уже сложится вот такая, знаете, очень мощная у нас начало августа, наступает август, и у нас складывается в небе мощная комбинация. Марс в оппозиции с Сатурном, Нептуном, в квадратуре с Венерой, то есть Венера в квадратуре еще и с Сатурном и Нептуном, и делает вот это вот все добро, то есть получается большой квадрат с Солнцем, Козерогами 1-й декады. Да, ребят, Козероги 1-й декады, у вас такой максимальный шторм, я бы сказала. Выстоять надо.
Здесь решение конфликта, разрешение конфликта, поднимаетесь ли вы выше на уровень этого конфликта. То есть, если вы можете это урегулировать, идем дальше. Если в отношениях какой-то кризис, в любви, не можете друг друга понять, потому что Марс в оппозиции с Сатурном, еще Венера завязана, да, здесь однозначно мужское и женское, здесь однозначно конфликт, потому что Марс в квадратуре с Сатурном это конфликтный аспект, 100% конфликтный аспект. И здесь, конечно же, Марс, когда перейдет в весы, здесь прям таки мы договариваемся, либо мы воюем. Я, конечно, всегда за то, чтобы договариваться. Ребят, дипломатия это вещь хорошая, очень сильно нужно договориться, козероги первой декады. Поймете, что аспект пройдет, развалится, и вы скажете, а что это вообще было? Просто останется такое время это проанализировать, подумать и сказать, вот это я вышел за рамки, вот это я вот просто смог преодолеть, вот это просто мои тараканы не вылезли наружу, которые не хотелось бы выпускать, да? Ну, у кого-то тараканы, у кого-то псы цепные, понимаете? И здесь просто момент нашей такой внутренней силы. Конечно, здесь можно на эмоциях уйти в измены, можно. Здесь можно все бросить, подать на развод в отношениях, да. Здесь можно вот так вот поступить, но при этом сожаление потом придет, ребят. Потому, когда Нептун уйдет, придет такое осознание, да зачем, станет так жалко, вот так жалко потраченного времени, эмоций, и непонятно за какой период, за период конфликта станет жалко или за все то совместное времяпрепровождение. Поэтому здесь, дорогие козероги первой декады, будьте аккуратны, да, штормить будет, но не сдавайтесь. В конце видео прикреплю большое видео «Любовный гороскоп», посмотрите, там как раз таки, когда каждая планета создает напряженный аспект, и это проходит, и что с этим делать, да. И скажу, что это на самом деле проходит. У нас идем дальше, ребят, у нас 9 августа у нас, естественно, полнолуние. Полнолуние у нас в Водолее. Какое же может быть, естественно, полнолуние после такого напряженного периода? Да? У нас еще не забываем, ретромерк еще действует до 11 августа. Да? Конечно же, полнолуние в Водолее, когда нам хочется сказать, все, я устал, я ухожу, мне надоело. Здесь еще на оппозиции Солнца с Луной, еще, конечно же, в квадратурах Лилит, естественно. И эта история однозначно про то, что нам страшно. Мы на фоне страхов можем сделать все, что угодно, поэтому остановитесь, подумайте. Это я говорю сейчас, козерогам первой декады, козероги второй декады, вас ситуация это подтолкнет двигаться вперед, будет максимально много претензий. Если эти претензии будут к своей несостоятельности, это очень хорошо, то есть это будет тогда стимул к развитию. Если же на фоне этого, вот этих вот аспектов вы начнете говорить, что из-за тебя у меня денег столько нет, из-за тебя мы так плохо живем, из-за тебя там, я не знаю, да все что угодно, вот это нехорошо. Подождите, не надо обвинять вторую половинку, не надо обвинять родителей, то, что у вас они вам что-то не дали. Если вы смотрите меня и вам 18+, значит вы сами себе способны уже все дать. И не муж, и не жена вам это дадут, а вы сами себе способны все дать. А ваша вторая половинка рядом для любви, чтобы терпеть ваше такое настроение, создавать уют, счастье, тепло и обнимашки в вашей жизни. Чувствуете, да? Гром подтверждает. Идем дальше. 11 августа у нас распадается ретроградный Меркурий, наступает, конечно, вот это благоприятное время, которое я говорила, ребята, все будет нормально. У нас наступает на самом деле почти 2 недели такой гармоничной, приятной обстановки. Венера в соединении с Юпитером. Это очень такой хороший аспект. Это очень хорошо складывается вообще, в принципе, для козерогов 3-й декады. Хороший момент. Для козерогов 1-й декады. Ребят, скажу, что здесь, вот если вы решили вот в такой сложном июльском круговороте событий, да, после него вы решили со своей второй половинкой начать
по-новому, масштабно, вложиться, например, в недвижимость, решили поднять свой социальный статус, уровень выше, да, то есть, потому что здесь Марс-то у нас в весах, а это когда мы со второй половинкой договариваемся, нам важно знать мнение, да, своей любимки. Это такая очень хорошая история. Если же вы решили устать, выйти и сказать, все, мне надоело, ну тогда посмотрите, поваритесь в этих эмоциях. Не скажу, что нужно выходить с отношений. Вот в эти как раз-таки 2 недели нужно наоборот мириться, идти, искать компромисс. Искать компромисс, я думаю, что если вы зададите несколько наводящих вопросов, а не просто обидитесь, тогда конец августа будет совершенно иным, потому что конец августа это тоже еще тряска начинается, непростая. Если же вы, козероги, первой декады решили в работе усилить свои позиции, идти вперед, развиваться, творчество, развитие, мощно, идти дипломатично к своим целям, тоже хорошая тактика. Если же вы решили поменять работу, пусть это будет не на эмоциональной нотке, хотя без эмоций будет это сделать очень сложно. Нептун в квадратуре все-таки, ребят. Поэтому здесь вот такая история. И да, 2 недели, это как раз таки с 9 августа, но если хотите с 11, да, то есть если у вас там несколько денечков ретроградного Меркурия как-то напрягают, начните с 11 августа, да, и до следующего лунного цикла здесь прекрасные 2 недели. Хорошо отдыхать, тратить деньги на вещи, которые вам хочется, а не для того, чтобы блеснуть перед кем-то, да, покупать какие-то важные покупки домой, себе, образ свой изменить, да, очень хорошее время здесь для этого, для любовных отношений, для отпуска, для свиданий, это я сейчас всем козерогам говорю, поэтому берите это время и действуйте, да, то есть спросите меня, хочу что-то себе классно купить, покупайте, радуйтесь. Конечно же, не в долг. Ребята, вот здесь в долг не надо, здесь вот на свои наличные. Хорошо, чтобы потом радоваться. Отдыхать прекрасное время. Если хотите работать получится тоже очень хорошо, легко. Осваивать новые знания тоже прекрасно. И да, 23 августа у нас новолуние в Деве, новый лунный цикл, хочется сказать, вот и лето прошло, а лето, можно сказать, на самом-то деле почти прошло, остался 1 астрономический месяц, но у нас на момент этого новолуния у нас Солнце в соединении с Луной в квадратуре с Ураном. Аспект, который сложно дается любовным отношениям, работе, это аспект напрямую, который нам говорит, я устал, я ухожу. Неважно с работы, неважно в отношениях, то есть если вы не договорились, не разобрались, то здесь сложно. Если же вы все это время ничего не делали и думали, как-то рассосется, то здесь начнет максимально трясти, максимально начнет душевный разговор. На работе начнут резкие изменения. Хочу ли я, не хочу ли я, могу ли я или не могу. Здесь нужно просто понимать свои силы и осознавать четко, если игра стоит свеч, то надо, ребята, постараться. Прорабатывается этот аспект, как всегда прорабатывается. Силой воли, стабильностью, выдержкой и понимать, что это всего лишь на неделю. Потому что у нас, помните, говорила 6 сентября Уран уходит в ретроградное движение, за неделю до этого он всегда замедляется и останавливается, и все дела, которые связаны с новым, тоже остановятся. И да, ребят, у нас, конечно же, еще на эту неделю с 23 августа складывается оппозиция Венера с Плутоном. Это нам достаточно ли финансов, которые есть, достаточно ли нам этих отношений, получаем ли мы тот секс, драйв и эмоции в отношениях, которые у нас есть, и этот шторм первую неделю, точнее последнюю неделю августа. И да, вот она, первая неделя сентября. 1 сентября у нас Сатурн из Овна в ретроградном движении возвращается в Рыбы. Я не скажу, что неделя какая-то очень сложная, но поштормит у нас по коммуникации. Меркурий будет в квадратуре с Ураном, будьте аккуратны за рулем, ребята. Аспект, когда мы садимся, начинается учеба, прекрасный аспект.
Будем мы с этим немножко не согласны. Но те, кто любят учиться, будут учиться. Те, кто не любят, ну, недельку поштормит, ребят. Потом уже откатится Меркурий, он идет быстро, и все. И первая неделя сентября будет немножко штормовой, не настолько, сколько, например, последняя неделя августа. Здесь просто остановятся какие-то новые проекты, дела, потому что 6 у нас точно, 6 сентября у нас уходит в ретроградное движение Уран, а 7 сентября у нас, ребят, начинается коридор затмений. Коридор затмений у нас начинается с полнолуния в Рыбах. На кого будет влиять эта история? Эмоционально будет влиять на Козерогов первой декады. Я не скажу, что это будет какое-то сложное, ребята, для вас время. Нет, просто это будет такой какой-то итог этого лета, да. Это будет такой момент, когда для вас что-то щелкнет, и вы скажете: так, а вот сейчас вот мне сейчас понятно, и сейчас я иду, потому что коридор затмений это всегда такой эмоциональный момент. Коридор затмений у нас идет на убывающем лунном цикле, поэтому нового я советую ничего не начинать, тем более у нас еще в ретроградное движение только ушел Уран, поэтому давайте в стабильность немножко входим, вот с этими эмоциональными качелями всех людей мы сейчас соберемся, да, потому что Козерогам нормально всех декад, только первую будет немножко штормить. Козероги второй декады будут разбираться со своими страхами и переживаниями. Кстати, под конец коридор затмения 21 сентября Лилит выйдет из второй декады Скорпиона и перейдет в третью декаду Козерога. Понимаете, Козероги третьей декады до конца 2025 года Лилит будет в Скорпионе. И по всем вашим страхам проедется секстилем. Поэтому проверяйте свою гордыню, свое состояние настроения, а то ли я делаю, а сё ли я делаю, а правильно ли я делаю, действительно это то, чего я хочу или нет, да, насколько я этого хочу. Ну и что, ребят? Ну что, мои дорогие, коридор затмений у нас начинается 7 сентября, заканчивается 21 сентября. Как говорится, коридор затмений заканчивается, и мне пора тоже, и грозе за окном, но гроза не решила заканчиваться. Идем дальше. У нас что из сложного под конец коридора затмений? Говорила, что эмоциональный период, да, как всегда, у нас под конец коридора затмений складывается Венера в квадратуре с Ураном. Чувствуете, да, про что? То есть про те штормы. Это будет накат вот этих сил эмоциональных, любовных. Плюсом у нас Марс в квадратуре с Плутоном накатывает. Помните, в прошлом году аспект осень силы, да, правда, там был совершенно другой аспект Марса, был Марс в оппозиции с Плутоном. Сейчас у нас Марс в квадратуре с Плутоном, поэтому, дорогие мои Козероги, вот помните все, что происходило с вами осенью в ноябре прошлого года, 24-го. Вспоминайте все эти эмоции, которые были с вами, связаны с вашей внутренней агрессивностью, связаны с нереализованностью, с отсутствием пробивных сил. Это относится к бизнесу, это относится к мощным таким внутренним силам, настроениям и большим деньгам. Это я сейчас всем Козерогам говорю, да. Конечно, мощно больше всего, конечно, в прошлом году это затрагивало Козерогов третьей декады, да. В этом году затронет Козерогов всех декад. Посмотрите, ребят, вот эта эмоция снова, сила к вам придет, мысль в голову. И постарайтесь о ней задуматься, потому что то, что происходит обычно, мысли, которые приходят нам в коридор затмений, это не просто так. Мы, как правило, всегда копаемся в своих вот этих эмоциях, переживаниях. И здесь вспомните все, что вы не сделали, что бы вам хотелось сделать. Потому что потом начинается уже у нас астрономическая осень, там будет другое видео, там будут другие планы, там будут другие аспекты. Но возможностей там будет очень много, противостояний там будет достаточно, но не так много, как осенью 24 года. Поэтому постарайтесь, Козероги, 1, 2, 3 декады понять на момент завершения этого коридора затмений, а что же вы на самом-то деле не доделали, чтобы как раз-таки в эту новую жизнь войти? Вот начать реально жить по-новому, вот так вот мощно, амбициозно, ярко, вот так вот с изюминкой, вот так вот гордо шагая, себя хваля и говоря, вот я вот на самом деле классный, я классная. Что же такого еще не сделали? Что не поняли? Козероги первой декады, ищите как раз-таки в любовных отношениях
переживания, эмоциональный интеллект, где не выдерживаете, где дает система ваша сбой. Не потому что человек плохой, потому что спотыкаетесь о самом, казалось бы, незаметном, но оно очень важно. Нужно просто это понять, принять, посмотреть своим страхом в лицо, да, понять, где же вы недопоняли, потому что Лилит-то с первой декады Козерогов-то уже ушла, да, то есть со Скорпиона, то есть уже прошел момент вот этот весной, который, да, был у вас со страхами, а летом сейчас такой, знаете, послевкусие всегда от Лилит остается. Поэтому Козероги первой декады, если же правильно вы разобрались со своими страхами, то сейчас летом у вас должно выруливаться дела, то есть должны прям подниматься, идти в гору. Если же где-то себе солгали, честно себе скажите, прям по Козерожье, правда ли это так или нет? Козероги второй декады, у вас задача попроще. У вас лишь Юпитер начнет к концу коридора затмения задавать вам эти вопросики. Летом у вас только Лилит, страхи, кармические узлы. Но задачи кармические узлы будут вам подкидывать такие достаточно, я не скажу, что очень простые, заставит вас жизнь подумать, да, но летом-то пока еще кармические узлы так это вот только подкатывают к вам, а осенью 25-го, да, будут уже прям такие прям серьезные ситуации, достаточно сложные, кардинальные, я бы так сказала. Поэтому здесь будьте гибки, будьте честны, будьте откровенны со своими вторыми половинками в том числе, да, и сами с собой прежде всего, потому что Юпитер, если мы не идем туда, куда мы не идем, мы всегда приходим в кризис. И юпитерианский кризис — это экзистенциальный кризис, когда мы просто не понимаем, чего мы хотим. Вроде как мы хотим вот так много, но это же надо столько всего сделать. Поэтому можно я буду хотеть скромненько вот так чуть-чуть, а скромненько неинтересно. И ощущение, что мы топчемся на месте. Будьте честны с собой, идите куда хочется. Но Козероги третьей декады, ребята, у вас очень много вообще движений вперед, мощностей. И если вы до сих пор никуда не пришли, возвращаются к осени вопросики, и коридор затмений как раз-таки должен вот так сколыхнуть вас. И нужно, ребят, разобраться, что же не доделали. Не доделали, давайте. Если не поднялись в статусе, давайте поднимайтесь. Если в любовной сфере не дошли до любви, не знаю, колечко на палец не одели, дом не купили, семьей не обзавелись, ну, ребят, ну пора, ну все, ну сколько уже можно топтаться на месте? Сколько уже можно эту ответственность не принимать? Ну, то есть от вас требует уже мир действий, таких мощных, сильных, новых, основных, да, страшно. Ребят, ну а кому не страшно? Вот понимаете, всем страшно. Мы все куда-то идем вперед, нам всем всегда страшно, и это нормально. Поэтому, мои дорогие Козероги, первая, вторая, третья декада. Задачи, конечно же, у нас у всех разные. И это нормально, мы все разные. Мы все с разным настроением, в разных местах родились, в разных условиях воспитывались. И вот мы сейчас здесь. Но в новую жизнь должны прийти мы все. Нам всем этого хочется, мы все это понимаем, но немножко потрясет. Поэтому, дорогие мои, я в вас верю, я знаю, что у вас все получится. По крайней мере, после аспекты очень даже замечательные. Поэтому давайте включайте на максимум всю свою козерожью стабильность, подключайте интуицию, раскачивайте ее, потому что транзит Нептуна — это как раз-таки про интуицию, ее надо вот брать, но для того, чтобы она работала, нужно со своим я, Козерожьим, быть на 100-500 просто в контакте. Ну что, ребят, спасибо большое, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам потрясающего лета. Увидимся раньше, чем осенью. Я обещаю еще интересные видео. Ну и что, если остались вопросы, пишите, и увидимся в новых видео. Пока-пока.